Мир, как я уже говорил на одном из семинаров, связан с вечной войной. И противоборствующие силы в этом мире, в большинстве своем, это силы добра, или я их по-другому назову, силы тьмы. Силы добра, силы света, я извиняюсь, что оговорился, силами тьмы, силами зла. Люди, которые живут в этой жизни, они добровольно для себя выбирают свою программу. Это программа, при которой они становятся воинами света, либо воинами тьмы. Тем самым постоянно происходит борьба сил тьмы и сил света. Очень часто обычные люди, которые живут самой лучшей, самой хорошей жизнью, они очень часто являются борцами за тьму. Большинство из нас, людей даже сегодня смотрящих данный вебинар, и даже учеников школы, и даже, не знаю, высокодуховных людей, религиозных людей, патриархов даже каких-либо, академиков, являются носителями тьмы и являются людьми, которые с пеной у рта добиваются всего для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы живем. Как это происходит и как определить, на чьей вы стороне? На стороне вы все-таки добра или вы на стороне все-таки зла? Что такое быть на стороне света? Это быть на стороне радости и получать удовольствие от того, что вокруг вас радость вы сеете. Человек, который сеет радость и видит, что от того, что он сеет радость, радость проявляется, является источником света, является человеком, который является воином света, источая радость, источая свет вокруг себя, этот человек вокруг себя сеет плоды и сеет зерна радости. Там, где есть свет, там всегда будет свет. Свет и радость между собой связаны. Быть источником страдания — это быть человеком, который следует тьме. Такой источник страдания, он радуется от того, что он страдает сам в себе и получает удовольствие от того, что вызывает страдания в других людях. Как это происходит? Ну, то, что в себе человек страдает, это ладно. То есть человек начинает это страдание в себе культивировать, ищет всевозможные элементы, чтобы страдать. После этого он вокруг себя начинает сеять тьму. Как он это проявляет? Давайте я сегодня еще раз вам скажу. Он это делает с помощью критики, ругания, выяснения каких-то идей, обмана, некомпетентных высказываний, желания столкнуть людей друг друга лбами, опорочить другого человека, сказать наоборот, сгустить краски, навеять тревогу, навеять какую-нибудь гадость. Это все доставляет такому человеку наслаждение и радость внутреннюю. Такие люди в дальнейшем, они обязательно страдают. То есть они болеют, очень страдают в своей жизни. Я это часто вижу. Хороший чат, хорошие люди, они там живут и, в общем-то, у них все хорошо. Но обязательно кто-то начинает находиться среди учеников школы и так далее, и начинает этот человек нести смуту. Какую смуту? Что-то должно произойти, что-то должно случиться. Но если ты считаешь, то пусть это будет в тебе. Зачем же ты сеешь эти темные зерна, чтобы они прорастали? Ведь темные зерна, которые прорастают в других людях, делают все для того, чтобы захватить этих людей радостных и превратить в них, вновь сделать из них темных людей или источников, или как воин зла человек пытается вокруг себя вот такую смуту все время создавать. Все радуются, нет, необходимо столкнуть лбами. Необходимо все время ковыряться в себе, для того, чтобы найти, в чем кто его обидел, в чем кто-то виноват, почему он такой страдающий. После этого недостаточно. Он переходит в интернет и начинает писать, что вот эти плохие, вот эти. Ну откуда вот ты знаешь, что они плохие? Ну какая тебе разница, кто там плохой? Обязательно, вот я знаю точно. Ну откуда ваш ты знаешь точно? Ты что там на периферии находишься? Откуда у людей берется столько желания сеять зло?
Вы мне скажите, товарищи, те люди, которые меня смотрят, напишите в моих комментариях под этим видео, почему появляются в мире люди, которые начинают постоянно писать какие-то гадости кому-либо, которым не безразлично, которые все время куда-то лезут. Обязательно, вот знаете, как иногда пишут там, он зарабатывает много денег. Что ты мои деньги считаешь? Эти люди плохие. Откуда вот ты знаешь, что они плохие? Да вы не знаете этого человека, он негодяй. Ну почему ты считаешь, что он негодяй? Ну где берутся эти люди? Вот уже чат у меня созданный, там все нормально в этом чате, я смотрю в него, и после этого, вот давайте посчитаем, вот давайте там накажем, вот давайте кого-нибудь, давайте там еще что-то сделаем. То есть людей лбами сталкивают. Естественно, такие люди, которые это сеют, находят таких же людей, которые их поддерживают. А это кто такие? Это самые настоящие подельники, люди, предатели света. Я хочу вас попросить, выберите для себя окончательно или наконец-то концов, вы на чьей стороне. Вы на стороне все-таки людей, которые сеют радость в своей семье, в середине себя, вокруг себя. Вы сеете радость или вы сеете смуту? Если люди сеют смуту, они являются людьми тьмы. Не напрасно в средние века таких людей даже имели, люди такие даже имели название, их называли черные люди, чернью. То есть люди, которые не могли между собой помириться, они все время сталкивали друг друга лбами, они все время друг друга там обижали, обманывали, подкалывали, ябедничали, наклепы делали. Это были времена смуты, понимаете, средневековой смуты. Зачем это делать сейчас? Вы на чьей стороне? Вы воины света или вы воины зла? Давайте проявлять радость в жизни. У вас же нет в доме сейчас коронавируса. Зачем вы о нем разговариваете? Что вы его обсуждаете? Сколько можно? Стойте на стороне добра. Будьте источниками света. Создайте доброту в середине себя. Расцветайте, распуляйте, я не знаю, разбрызгивайте доброту. Пусть дети радуются от того, что вы проснулись. Пусть близкие, наоборот, успокаиваются рядом с вами. Обнимайтесь, целуйтесь. Весна ведь на улице, прекрасно. Откуда у вас столько вот гадостей? Люди света, будьте людьми света. Вернемся к нашей теме. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мне ждать от будущего, если вы позитивный человек, испытываете радость и создаете радость вокруг себя, и в сердце у вас радость, то будут только хорошие состояния в вашей жизни. Если у вас тяга, вам физически плохо от похмелья, вам нравится страдать, вам нравится заставлять страдать других, то в вашей жизни будет все плохо, несмотря ни на что. Андрей Андреевич, у нас в Италии коронавирус, все в панике. Как избавиться от паники, как можно избежать этого и не поддаться панике? Отвечаю, если вы в жизни не можете получать удовольствие, то измените свою жизнь так, чтобы получать от нее удовольствие. Если паника и вы вынуждены находиться дома, то находитесь дома, примите ванну. Это повод для того, чтобы похудеть, не ходить там куда-то, повод для того, чтобы отдохнуть. У вас деньги не зарабатываются в это время, там, а аренды растут, а деньги не зарабатываются, и вы попадаете в финансах и так далее. Если вы не можете это изменить, то получайте от этого удовольствие. Отдохните вместе с семьей, пожарьте шашлыки, ничего страшного, дальше будет дальше. Жить нужно сегодня, потому что дальше может не быть. Ни один человек не застрахован тому, что он завтра может просто не проснуться. Именно поэтому ценить необходимо тот момент, в котором мы живем. Радуйтесь этим моментам, они кратковременны. Люди считают, что они будут жить в своей жизни всегда. Это самая большая оплошность и глупость, которая вообще может прийти в голову человека. Помните, каждый человек смертен. Поэтому, как бы вы ни стремились к тому, чтобы жить вечно, что бы вы ни делали, помните, вы все равно когда-то умрете. И каждый ваш следующий день вашего возрождения из сна, и следующий день ваш, это ваш новый день. И этот день, который значительный,
Он значит для вас что-то, он важный для вас. Его нельзя просто так провести, клацая в Инстаграме. Он должен быть для чего-то, чему-то посвящен, он должен быть нужный, его необходимо ценить. Пусть в нем будет хоть немножко радости. Представьте себе весы. На двух сторонах весов только два элемента. Я испытываю и наслаждаюсь от страдания, я испытываю и наслаждаюсь от радости. И вот в течение каждого вашего дня ваши весы, они подкладывают монетку на сторону ваших страданий или на сторону ваших радостей. И так и ваша жизнь, она сформируется от этих монеток. То есть если у вас 100 дней вы испытывали страдания, и потом хотите за 10 дней полностью свою судьбу изменить, то так не будет. Так не бывает, потому что страдания больше превалируют в вашей жизни, чем радость.